Всем привет, с вами снова Евгений и Денис. В сегодняшнем видео мы вам покажем, как улучшить закрытие дверей на классике ВАЗ-2105. многие, думаю, имеют такие проблемы, как плохое закрытие дверей на классике, на ВАЗах с 01 по 07, также и на Ниве. Как в случае с Евгением, сейчас он вам покажет, как плохо его закрываются двери. То есть приходится хлопать, бывает и посильнее, либо вот как вот с другой дверью. Все двери закрываются очень плохо, особенно когда в машине очень много. Вот с таким вот усилием приходится закрывать. Все двери очень плохо закрываются, очень. Некоторые, видимо, надо регулировать. Значит, по устранению данной проблемы есть два этапа. Один более простой, второй более сложный. Для начала мы покажем первый этап, что нужно для этого сделать. В 90% случаев помогает смазка замков. То есть, во-первых, вы должны проверить, затянуты ли у вас болты здесь и здесь. Вот. То есть, проблема в основном у всех из-за того, что замки не смазаны, либо забиты грязью. То есть, проверяем затянутость вот этих болтов всех. Значит, обязательно полностью очищаем весь механизм от грязи. Это я вам рассказываю простой вариант. Также вы должны проверить настройку регулировки ваших замков. То есть они должны входить друг в друга. Вот, то есть вот этот язычок толкает вот в этот язычок. Далее замок закрывается. Проверьте, чтобы у вас четко входил в пазы. Вот. Теперь, что нам понадобится для чистки и смазки замков? Значит, что нам понадобится для смазки замков? Это для начала нужно нам очистить поверхность от старой грязи, смазки старой. Я буду использовать очиститель агрегатов премиум немецкого производства фирмы Wörth. Вот. Это не сильно термоядерный, поэтому на краску он сильно влиять не будет. Вот. Значит, что понадобится для смазки замков? Значит, более дешевый вариант это Litoll 24. Значит, вы, конечно, можете использовать его, но я вам не очень рекомендую, потому что хоть и написано на всех Litoll до минус 40 градусов, но при минус 20 зимой данная смазка очень сильно загустевает. Есть Litoll, который минус 15 уже загустевает, и поэтому замки у вас будут опять плохо работать. То есть будет плохо открываться и закрываться двери. Поэтому мы будем использовать тоже немецкую смазку HHS 2000, синтетическая смазка. Используется у нее очень широкое применение. Для смазки петель, ходовых винтов, болтов, шарниров, шестерен, направляющих роликов, цепей. В общем, везде. Чем она хороша, что она очень сильно проникает. Вот, в момент распыла она очень сильно проникает. Потом, значит, и испаряется, и остается очень густая смазка на замке. Она прилипает ко всем частям крутящимся, именно прилипает. И не вымывается оттуда. Но обязательно перед ее использованием нужно нам очень хорошенько очистить поверхность и ее обезжирить. Тогда будет стопроцентный эффект именно этой смазки. Обязательно надо обезжирить поверхность, очистить очень хорошо. Тогда она прилипнет на очень долгое время. Вот в чем преимущество этой смазки. Значит, данная смазка, конечно, данный очиститель не очень дешевый. Также вы можете для очистки от старого, значит, отложения использовать буферный очиститель. Ну, либо на крайняк, так, значит, бензин, ацетон. Вот. Растворитель не рекомендую, потому что может разъедать краску. И как бы тоже, значит, бензином, ацетоном тоже без фанатизма. То есть все равно на краску как бы есть влияние, но небольшое. В принципе, вы этого не заметите. Если быстро уберете, то у вас ничего не отмоет. Ну, значит, начнем мы сначала с этой части, да? Значит, очищаем полностью все. Вот, грязь уже потекла с нее.
Значит, в данной части значит, главную роль играет на закрытии дверей. Это вот, значит, весь край. Он должен быть тоже у вас очень чистеньким и смазанным обязательно. Ну вот, значит, самая главная проблема плохого открытия дверей, это вот эта часть. Поэтому нужно ее обязательно очень хорошо почистить. Обязательно проверить затяжку вот этих, значит, болтов. Обязательно. Значит, это более простой способ. Значит, начинаем чистить. Буферная емкость, в принципе, тоже неплохо очищает. Просто вы бензином и ацетоном вы так не залезете, не отмоете замок, как вот, значит, спреями. Можно еще, конечно, попытаться, значит, отмыть ВДшкой. Она как бы и отмывает, и смазывает одновременно. Кстати, для смазки можете также использовать ВДшку, но эффект будет недолгий. Максимум недели 2. ВДшки хватает на неделю на 2. Ну вот замок почистили, отмыли его от многолетней грязи. Вот теперь посмотрите, вот, Евгений, покажи крупным планом, какой должен быть замок, как с завода. Язычки покажи. Вот как раз видно, что вот эти части у нас работают. И нижние части. Вот это все очень плохо двигается, оно все в грязи. И без смазки. Вот, смазка обязательно должна попасть и сюда тоже. Почему? Потому что вот этот язычок, он вот так вот ходит туда-сюда. То есть вот это все поворачивается и стопорится, если это не смазано нормально, не прочищено. Вот теперь у нас замок обезжирен. Мы можем теперь использовать нашу проникающую смазку HHS 2000. Но можем использовать, конечно же, более дешевый вариант, это Литол 24. Конечно, я вам не рекомендую, но в принципе можете его использовать. Так, ну что, начинаем смазывать. Значит, начинаем с этой части замка. Мажем без фанатизма, смазываем, потому что вы сюда еще садитесь и вы можете замарить свою чистую одежду. Поэтому что Литол, что на проникающей смазке смазываем. Значит, так, стряхиваем смазочку и смазываем. Значит, все. Сейчас она, значит, у нас жидкая, но она испаряется и останется только смазка. Сам спрей весь уйдет. Так, теперь смазываем вот этот замок. Так. Так. Чем хороша эта смазка, она проникает во все места, во все щели, во все углы. Вот. Сделаем теперь замок вот таким образом. И еще раз. Все. Лишнее вытираем. Здесь лишнее тоже вытираем снаружи. Под шайбу уже залезла туда, под ту смазочка. Вот смазка уже, я чувствую, по тряпке она загустевает. Уже густая становится. Сколько надо времени в день, чтобы смазка загустела? Ну, минуту, я думаю. Где-то минуту. Понятно. Полный эффект уже достигается через минуту.
Вот. Так. Вот. Самое главное, у нас все чистенько. Не торчит эти куски литола. Так, ну вот у нас обе части смазаны. Проверяем, как работает. Ну, вуаля. Как часы. Вот так должны работать у вас замки. Всё. Так, в данном видео мы вам показали простой вариант, значит, смазки замков. В следующем видео покажем более сложный вариант с разборкой, значит, панели и самого замка со снятием. Более качественный вариант, более качественный подход к ремонту и обслуживанию автомобиля вашего. До новых встреч. Всем пока. Ну что, проверим, как закрывается дверь? Ну, так, нет. Значит, в случае Евгения проблема не только в смазке. В данном случае, значит, мы будем регулировать вторую часть замка. Для этого ослабливаем, значит, 3 винта. Вот, значит, ослабливаем и, значит, регулируем замок. В случае Евгения надо его немножко спустить вниз. Слегка. Вот так. И закручиваем обратно. Затянули. О, вуаля! Как часы. Вот так должны работать у вас замки.